Эта музыка будет вечна, если заменить батарейки. По району такая возможность есть, очень быстро добраться. Друзья, это было совершенно безумно с моей стороны запускать дрон в такой температуре и определить, откуда дует ветер, чтобы успеть снять арт. Невозможно держать даже iPhone. Это новый парк, который сделали, где мы снимали с Павлом кучу выпусков. Здесь порубили деревья и сделали вот такие дорожки из этого. Настилы такие. Сделали всяких развлекух. Но смотрите, у нас сейчас порядка 15 градусов, но здесь чувствуется как будто 25, потому что ветер. И завтра 25 будет. Будем испытывать завтра обувь. Лед поломался, поэтому можно сделать какие-то контрастные снимки. Завтра будет яркое солнце. Давайте посмотрим, что получится у нас. В мороз поснимаем. Друзья, привет, с вами Фавионыч. У нас морозный день. Он очень короткий сейчас. Видите, здесь самолеты летают. Солнце уже скоро будет садиться. И мы сегодня попробуем с вами испытать новый штатив, я хотел сказать. Нет, мы сегодня пойдем без штатива. А в качестве штатива у нас будет устройство, которое вы наверняка знаете, если следите за моим каналом. Подписывайтесь, увидим. Будем снимать зимний арт. Если вы помните, друзья, вот с этой точки, буквально вот с этой точки, которой я сейчас спускаюсь, вот с этого бугорка, я запускал в этом году летом дрона, и мы с вами путешествовали как раз вот на ту часть. Мне сейчас звонят, друзья, да, вынужден. Представляете, друзья, отвлекают, звонят, предлагают недвижимость. Уже недвижимость предлагают. Вот такие люди у нас. Предприимчивые. Но мы сегодня в 4К поснимали, не знаю, что получится, что запишется, насколько он там успел записаться. Мы вышли как раз вот к точке, где беседка. Ответь. Ну что, друзья, смотрите, теперь здесь беседка. Это место было любимое у рыболовов. Теперь я думаю, что будет у фотографов у многих. И сейчас я вижу даже пожилых людей, которые пришли специально сегодня пофотографироваться. С точки зрения, конечно, вот этой части, которая была заболочена, сделано грамотно, друзья. Вот эта заболоченная часть здесь не пройти было. Теперь легко можно подобраться. Так, друзья, мы с вами выбрались. И поскольку времени мне не хватает, чтобы добраться до того места, где я хотел снять отдельное дерево, мы будем искать арт в ближайшем окружении. Итак, друзья, мы находимся с вами у необычного дерева, которое я снимал. Но я сегодня не забыл прищепку взять от камеры. Это как раз говорит о том, что надо подготовиться и взять все необходимые аксессуары. Двигаемся в сторону Лахты, друзья. Сейчас мы до нее доберемся. На этой косе, друзья, мы снимали множество видео и осенью, и зимой. И даже вот когда я зимние съемки делал, ну сейчас мы спустимся вниз и посмотрим, насколько же там много народу. Заодно проверим лед, насколько по нему можно пройти на ту сторону, где мы были с Павлом Мартом, снимали Улитковый лес, снимали лахтинские циклы. Ну, сейчас все увидите сами. Где-то в районе 2 лет назад я начал снимать с этого места. И помните цикл с собакой, где мы снимали с любителем, который потом сделал страницу во Фликере. Друзья, для тех, у кого нет штатива с собой, кто не подготовился, или как я когда-то снимал без штатива, всегда есть выход, друзья. Ну, например, вот это. Найти какой-то пень. Вы знаете, что я периодически это делал. Снимал спина. У меня сейчас стоит отсрочка 10 секунд. Просто я нашел объект и нажимаю на кнопку, все снимаю. Да, сегодня я не подготовился, пытался найти здесь какую-то ровную замерзшую березу или пень, чтобы поставить камеру, но это не получается. Хочу вам показать, что зимнее время, вы знаете, сейчас 15 градусов. Я поменял вот мой любимый штатив, сказал, ремень National Geographic.
Чем он хорош, друзья? Хорош как раз тем, что батарейки, которые я сейчас буду прятать в тело, ну, грубо говоря, в тепло, они помещаются в этот ремень. Вы можете, чтобы не выморозить камеру, вытаскивать батарейки, как мне сказал Виктор, который рекомендовал, вытаскивать именно батарейку, перед съемкой ее вставлять. Давайте попробуем. Да, важная примета, друзья, определить, откуда дует ветер. Сейчас ветер дует со стороны реки, поэтому течения большого быть не может. Ни в коем случае не выходите на лед, если течение в Лахте дует со стороны залива. Вымывается лед, и мы показывали, при 25 градусах он становится тонким, и опасно выходить именно когда с той стороны. С этой стороны все нормально, поэтому люди ходят спокойно и не боятся провалиться. У нас осталось минут 5-10 до того, как солнце пересечет границу вот этой башни. Я хочу поднять дрон как раз в это время, чтобы успеть снять арт. Вот вы можете увидеть, видите, торосы. Это очень опасное дело, когда лед проломался, вот он, видите, в той стороне разломан. Поэтому в некоторых частях, где он не успел замерзнуть, может образоваться ямка. И весом вы можете надавить на лед, соответственно, он может перевернуться. Поэтому, если вы никогда не ходили по льду, не знаете какие-то особенности, лучше туда вообще не убираться. А вот, кстати, и рыбаки. Видите, относительно недавно здесь были. Но лед очень толстый, видите, я даже не могу проломить, судя по тому, что я вижу, сантиметров 10 там точно есть. Еще одна опасность, друзья, это когда вы выходите на берег и знаете, что течение с этой стороны, так вот в этих местах, где очень близко и мелко, на самом деле лед вымерзает полностью, и там образуются пустоты. Поэтому, если вы весите так же тяжело, как я, очень осторожно выходите, если вы, конечно, знаете, когда выходить. Я сейчас специально пройду вдоль этой части, и в некоторых местах я... Вот смотрите, какой арт интересный. Снежинки имеют хорошую структуру. Поэтому можно какой-то здесь сделать арт. Например, такой. Только что я провалился, видите? Лед провалился, там ничего нет. Поэтому дальше я не пойду. Я хотел снять вот этот ракурс. Он крайне интересный. Но не знаю, насколько выдержит меня лед. Вот этот ракурс, конечно, очень интересный. Но пока ничего не промокло. Но уже, видите, лед весь сломался. Что там внизу, я не знаю. Ну, может быть и вода, кстати. Поэтому здесь достаточно опасно. Сейчас мы дойдем до... Это земляная часть. Здесь, по большому счету, наверное, можно пройти. Вот отсюда чуть-чуть вниз. Да, возвращаемся, друзья. Все. Туда идти невозможно. Времени осталось чуть-чуть. Надо запускать дрона уже. В качестве моего взлета я выберу вот это место. Здесь, видите, уже откололся лед. Но здесь ровная площадка, поэтому я здесь могу, во-первых, видеть прямую видимость, но, во-вторых, все-таки попробую, может быть, найти интереснее место. Вот, видите, подо мной уже хрустит. Up on the mountain, friendly breezes kiss your face. And up on the mountain, you can see every place. Up on the mountain, well, you feel so warm and safe. But down in the valley, you find Друзья, это было совершенно безумно с моей стороны запускать дрон в такой температуре. Down in the valley, that's where you get your scars. Down in the valley, you find out just who you are. Down in the valley, friend, that's where you run your race. Down in the valley. Я все предусмотрел, друзья. Слава богу, здесь система возврата есть. Сейчас мы ловим тень, которая уходит, видите, с этой стороны.
И тень идет, вот как раз я в тени нахожусь, поэтому я успел поднять. Я отправил его туда, где-то в районе 300 метров он улетел. Но, друзья, обратно он не прилетел, знаете, по какой причине? То, что я не мог предусмотреть. Вот какой арт. А не прилетел он почему? Потому что у меня разрядился телефон. Он просто выключился. Не знаю, по какой причине. Потом, когда я его спешно вытащил из чехла, начал согревать, он включился и показал мне 35%, в принципе, как и было. Нормальная зарядка. Но дрон-то летел уже, причем высота у меня была снижена, небольшая, где-то метров 15 я носился на нем. Но в результате, грубо говоря, я понял, что я дрон уже потеряю, потому что он улетел туда в гущу, туда не пройти сейчас. Это идти достаточно долго. Поэтому, друзья, ну кое-как мне пришлось перезагрузить, хотя я сделал обновление прошивки, это перед выходом обязательно нужно делать. Но все равно часть какая-то не встала, в результате я потерял кучу времени, но дрон вернулся. Вернулся даже причем на 50 зарядах, поэтому даже при такой температуре дрон абсолютно работает. Какие же есть способы, друзья, оживить кадр? Ну, конечно же, силуэты людей, которые тоже выходят здесь, фотографируются, но если у вас силуэты и пропали куда-то, вышли, смотрите, самолет летит, да? То есть как раз точка, где солнце выходит, можно попробовать сделать такой многоплановый вариант. Как вы считаете? Встретил фотографа, друзья. Как удачно поговорили. Но интервью не хотел давать, не захотел. Но, может быть, на канал когда-нибудь зайдет на мой, посмотрит, чем занимается. Тоже, кстати, человек с Никоном снимает. А мы идем в тени башни сейчас, друзья. Я хочу все-таки еще какой-то... Я знаю, что кадр дня будет. И я хочу достать вот эти такие торосы. Вот видите, в той стороне. Вот это золотой час, где мы снимали с вами. Хочется сделать тоже что-то интересное. Я сейчас попробую его снять. Очередной лайфхак, друзья. Я вытащил, чтобы согреть телефон, и засунул сюда вот его под варежку. Видите, снял чехол, и он у меня сейчас в руке заблокированный. Поэтому я думаю, что сейчас он отогреется. О, птичек сколько сегодня. Можно, кстати, один из способов оживить, это как раз снять. Я думаю, что вы узнали, друзья, это место. Я здесь сделал цикл про золотой час, вот с этой коряги как раз. Ну, вот видите, теперь практически здесь уже беседки, поэтому все дальше, то, что заболоченная территория, теперь ее нет. И теперь можно быстро выходить на лед, быстро выходить к этим локациям. Поэтому с точки зрения проектировщиков сделано все грамотно. Насколько это все будет надежно и долго простоит, но мы с вами вместе посмотрим. А сегодня у нас, видите, можно сказать, что мы застали золотой час. Друзья, здесь реально не узнать. Кто бы поверил, что здесь вот так вот все преобразится, и здесь станет все так быстро, доступно, и появятся вот эти дорожки, вход в самое вот это логово, могу сказать, где мы снимали, то есть быстрый выход, есть и ступеньки, есть и мостики, дорожки и куча беседок. Я думаю, что здесь огромное количество людей будет теперь в этой части. Вот эта заболоченная часть с противоположной стороны тоже, она, видите, ограждена, но там есть, вы знаете, насыпь, по которой мы ходили всегда. И поэтому с этой точки зрения, конечно, даже деревья высадили. Ну, удивительно. Это похвально. Даже качели сделали. Так что, друзья, рекомендую сюда приходить. Я понимаю, что здесь количество людей увеличится, и фотографов, они уже увеличились. Но те, кто любят фотографии, прогулки около Лахты, я думаю, что им понравится. Единственное, что меня смущает, это конструкция, которую сделали в болоте на основе металлических вот этих штырей. Ну, меня смущает как раз вот эта вот металлическая конструкция. Все это, видите, уже ржавеет. Поэтому, несмотря на то, что здесь деревяшки, конечно, они положили, насколько они долго продержатся, никто не знает. Насколько они долго продержатся. И я, кстати, наметил сейчас еще один арт. Смотрите, можно вот такой арт сделать. Там, видите, гнездо. Мы сейчас с вами его сделаем. Ну, собственно говоря, друзья, туда теперь можно дойти буквально там за 5 минут. Поэтому, кому нравится такой способ прогулки к Лахтинскому заливу, теперь у жителей Приморского района такая возможность есть. Очень быстро добраться. Без всяких болот, без всяких, с помощью тропинок. О, дерево, кстати, это сохранили, которое хитрое. Помните? Я его показывал. Оно здесь есть. Ну и дальше тут часть. Ну вот, так это выглядит. В общем, друзья, чуть я не потерял дрон. Но это уже не в первый раз, поэтому главное не паниковать и понимать, что делать. А у нас сегодня такой закатный вылаз в район Лахты, в новый парк.
Друзья, я решил все-таки прогуляться до заката. До заката остается, сейчас скажу сколько, ну где-то полчаса. Заодно мы с вами посмотрим, как зимний. Ну, мы это видели уже, но теперь те, кто люди приедет сюда, добраться сюда легко. Можно от Беговой добраться на автобусах, можно от Старой деревни, от Комендантского, без разницы как. Но теперь вы не будете плутать по болотам, то есть вы можете по дорожкам вдоль Лахты, как сейчас люди идут сзади меня, добраться в течение там буквально 5 минут до центра самого сока фотографий, да, самого интересного вида, который заполняет в том числе и Газпромовский шпиль. Ну, пока один, будет скоро второй. И те острова, и те речки, которые здесь находятся рядом. С той стороны это, соответственно, Глухарская, это Черная речка, по которой я снимал видео. И какая еще? Каменка, конечно же, да, друзья. Значит, сегодня ветер со стороны города, со стороны этих рек, поэтому по льду, в принципе, я прошел нормально. Лед достаточно толстый. Еще хочу сказать вам, друзья, очень удобно. Я сегодня снимаю полностью в рукавицах, вот оба. Благодаря тому, что у меня сегодня есть пульт дистанционного управления, с которого лично, когда батареи уже сели, появляются какие-то кадры уникальные совершенно, и вертолеты летают. Ну, что делать? Приходится уходить. Ну, тут иду, смотрю, что внизу ягоды. Ну, смотрю сверху, друзья, вот все в рябинах. Рябина еще не упала, хотя уже похолодало. Так вот, друзья, 15 градусов, хорошее испытание. Я достаточно долго сегодня ходил в этих адидасах. Реально в них жарко, друзья. Я одел толстые носки, поэтому мало того, что в них тепло, в них, в принципе, когда двигаешься, очень жарко, хорошо, приятно. То есть я не скажу, что в них стынут ноги или там наоборот, вот, о, какой сегодня свет хороший. Ну, друзья, начинается золотой час. На противоположной части, вы помните, эти березы, которые я снимал. Свет этот пошел уже, да, то есть есть силуэты какие-то. Сейчас я попробую с помощью айфона. У меня села батарейка. Чтобы я точно не стал, это как вот молодые люди, идти вдоль торосов. Это, конечно, очень рисково, друзья, потому что на самом деле торосы стоят некоторые вертикально, и можно реально провалиться, и ничего хорошего там не будет. У меня замерз объектив, сейчас я вам покажу, если смогу как-то, потому что мне нельзя в перчатках. Вот смотрите, что происходит. Он просто не фокусируется, батарейка села, поэтому ну, будем использовать те батарейки, которые у нас не сели. Это в айфоне, пока я отогрел его. И сейчас перезарядим по крайнюю батарейку в моей камере. Друзья, за моей спиной замечательное место, которое мы с вами снимали. Видите, про штативы здесь снимали. Сейчас садится солнце, и мы пытаемся на остатках батареи, которые у меня немного осталось в разных устройствах, сделать какой-то зимний арт. Судя по всему, это гора льда, которая здесь образовалась. Это свезли как раз вот эти суда, которые здесь проломили лед этот, ну и сгрузили его сюда, очистили. Чем не арт вам, друзья? Друзья, на остатках батареи я все-таки залез на эту гигантскую гору, метров, наверное, 6. Отсюда открывается совершенно фантастический вид на Лахтинский залив. Мы сегодня с вами экстремальный взлет сделали, экстремальное возвращение. Ну, я надеюсь, что остатки этого золотого часа что-то у нас получится. Сделаем сегодня зимний арт. Пувёныч у нас сегодня с вами царь горы, залез на гору. Я надеюсь, что вам понравится это видео. И вы подпишитесь, чтобы следить за новыми зимними выпусками. Идем дорога длинной, дорогой без конца. Подпеваете. Эта музыка будет вечна, если заменить батарейки. А у меня кончились батарейки, а если у вас еще они есть, друзья, выбирайтесь в Лахту. Здесь отличное место для того, чтобы попробовать себя в пейзажной фотографии, в пейзажном арте. О, здесь елки посадили. Друзья, можно их наряжать будет. Это качели рядом. Ну, для детей здесь веселье, друзья, и горка здесь, все есть.
И березу сохранили, которая была здесь. Итак, друзья, я высадил все батареи со всех устройств. Остался только iPhone. Мне нужно добраться еще до дома. Поэтому, друзья, увидимся в новых выпусках. И никогда не унывайте. Если у вас что-то не получается, не паникуйте, ни в коем случае все получится. Eagles flying up on the mountain.